Канал Твой Конфиг, меня зовут Евгений. Сегодня мы поговорим, как вы видите, вот наверху в шапке о видеокарте RTX 3080M, то бишь ноутбучный чип в десктопной полноценной видеокарте для стационарного компьютера. Кто такое делает? Для чего это все нужно, откуда берутся чипы, технические характеристики с вами посмотрим. Поделимся мнением, кто что думает по поводу подобных мутантов. Также погоняем обязательно онлайн в играх. Все это дело будем испытывать на конфигурации 1200 сокет. Это i7-10700, 8 ядер, 16 потоков. 32 гигабайта оперативной памяти DDR4. Собственно, блок питания на 500 ватт с сертификатом 80. И как бы вот развеем все вот эти мифы, что все это много жрет. Там 380-ки надо минимум 700-ваттный блок, а лучше киловаттник. Поговорим, собственно, про весь этот бред и всю эту чушь, которую несут люди. Мутантовский чип ноутбучный, у него максимальное пиковое энергопотребление всего 110 Вт. Плюс оперативная память, плюс материнка, там жесткие диски SSD. И максимум, что мы получим, 300 от силы. Это я не знаю, ну проц там жрет тоже, ну сколько, ну 120-150 Вт он хавает в пике своей производительности в максимуме. Я его, естественно, не гнал, все работает по дефолтным настройкам по умолчанию. Расскажу вам про особенности этой видеокарты, там есть определенные интересности с драйверами. Есть интересности с программным обеспечением RTX. Далеко не все люди способны купить видеокарты Mutant. Голос и состояние у меня так себе, в силу того, что болею. Давайте же перейдем к техническим характеристикам. И GPU Z что показывает? NVIDIA RTX 3080 лаптоп. GA104, 8 наномикрон технология, дата релиза 21 год, версия BIOS вот это кастомный, это не оригинальный BIOS, китайцы их переделывают каким-то чудом, так как на этих видеокартах майнят, наверное, у них тоже. Ну и, собственно, что память используется DDR6 Samsung, 8 гигабайт, драйвера стоят от марта 2017 года, более свежей версии драйверов я пока еще не нашел, хотя уже вышла версия, которая 517, по-моему, да, от NVIDIA, сейчас она всем приходит в экспириенсе, поддерживает все современные технологии и прочее. И вот здесь начинается самое интересное. Обладатели полноценных видеокарт и рабочих видеокарт, как ноутбучных, так и стационарных компьютеров, да, поддерживают софт RTX. Например, такой софт, как RTX Broadcast. То есть, где позволяют съемки с камеры менять всякие эффекты, там замыливание делать, менять фон. Потом есть еще RTX Experience, более такая продвинутая версия Experience, там очень много возможностей, в отличие от обычного Experience. Так вот, эта видеокарта не поддерживает вот эти все классные движухи. Но при этом она поддерживает NVIDIA RTX Voice, и качество звука микрофона становится лучше. На данный момент я не знаю, включено у меня или не включено. При установке драйверов сверху на вот эти драйвера, допустим, с официального сайта NVIDIA, вам выскочит сообщение, что эти драйвера не поддерживаются данной операционной системой. Причем тут операционная система вообще непонятно. Пробовал их установить в ручном режиме, и ни черта тоже не получилось. Как вы видите, она поддерживает PCI Express 4.0, к сожалению, проверить ее не могу, так как у меня сокет 1200 и PCI Express 3.0 DirectX 12, и вроде как все ништяк. FurMark запускать на данный момент не буду, так как температура, насколько она у меня максимально разогревалась, это было 68 градусов. При учете того, что она выглядит как вот стандартная
коробка типа вот такой. Кстати, на эту видеокарту я тоже собираюсь еще снять обзор, но руки никак не доходят. Вот такая вот карточка. Это 1060, 5-гиговая версия, сделанная для азиатского рынка. В скором времени постараюсь ее протестить. В общем, по сути, у RTX 3080, ну, такой же форм-фактор. Она двухслотовая, двухвентиляторная. Стоят прокладки на VRM, соответственно, там тоже такой маленький радиатор есть на чип, ну и как бы тоже там, по-моему, две медных трубки вот таких крупных, и этого вполне достаточно в силу того, что ноутбучная версия особо-то ничего и не ест. Вроде как рассказал уже такие основные моменты, с чем вам придется столкнуться. У нее один разъем, 8 пинов, по которым она питается. Собственно так. OCC тестом ее тестировал как по памяти, так и по видеочипу. Тесты проходили по 30 минут. Тоже все было замечательно. Никаких в этом плане проблем не возникло. Давайте же перейдем к тестилкам и начнем. Ну и, собственно, вот папка. На данный момент вы видите, что 80-90 FPS, фреймтайм ровненький, никаких вообще проблем нет. Процик на 20%, температура там под 60 градусов, видеокарта под 70 градусов нагрелась. Ну, 80 кадров имеется. Ну, видите, вот 71 градус. Хотя тоже, что тут бегать, блин, 2 часа. Фу, бля! Я ж труханул. Откуда он меня подстрелил? 3440 без ограничений. Высокая, высокая, высокая. DirectX 11. Вертикалка отключена. Ого-го-го-го-го. Да, кстати, хочу еще напомнить, что сейчас все-таки идет еще стрим. Камера снимает Full HD. Ну, короче, 60 кадров есть, при учете того, что идет трансляция и стрим. Лошадки все убежали. Ну, переходим к следующему. Настройка видео 3440 на 1440, 44. Но высоко тоже, пускай все будет высоко. То рекомендую поиграть. Игра красивая, достаточно сбалансирована. Цивильненько, соточка есть, даже с лучами. Правда, я не знаю, как мне определить эти лучи. Давайте вот к водичке подойдем. Не могу сказать, что я от этих лучей прям в восторге. И прям картинка коренным образом поменялась. И все стало настолько потрясающе и шикарно, что прям все должны бежать покупать видеокарты RTX. Да и нет. Что была видеокарта 1070 на 8 гигов, как бы я играл там на Full HD и особо не обламывался. Так, а как мне оружие это достать? Ладно, еще по факту разберемся. Кусаки. О! Еще! Кусака. Не люблю кусак. Ну, 40 кадров вот сейчас показывает. Ну, тут локация такая. Итак, друзья, вы все видели, на что способна RTX 3080 M. Ищите на AliExpress, в принципе, вещь нормальная. На мой взгляд, RTX 3060 покупать смысла абсолютно никакого нет, если только это будет крайне здоровская цена. Там если 15 она будет стоить 16, то тогда, конечно, ее взять есть смысл, опять же, для Full HD гейминга. Я брал вот для разрешения 3440 на 1440, она меня полноценно оправдала все мои ожидания. Она не горячая, кушает мало и, в общем-то, настоятельно рекомендую такую брать. Если у вас 2К разрешение, то вполне возможно, что и RTX 3070M с этим справится. Если Full HD, то RTX 3060M, наверное, есть смысл брать, чтобы играть в онлайн игрули всякого рода. Если же я
найду ссылочки на AliExpress, где такие видеокарты сейчас можно приобрести, я их оставлю в описании. Все, что хотел, рассказал. Если у вас есть вопросы по поводу этих видеокарт и конкретно RTX 3080 Ti, пишите в комментарии, отвечу всем. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Всем счастливо и всем пока.